здесь остаются линии от наждачной бумаги, это пыль в краске, ее необходимо вышкурить. Для того, чтобы вырезать заднее крыло, вот здесь я тоже закрепляю пленку. Здесь пленка будет натяжение, надо, чтобы она зафиксировалась хорошо. Добро пожаловать на первый урок курса по оклейке автомобиля пленкой. Перед вами автомобиль, который мы будем полностью обтягивать пленкой и матовый хром. И сейчас я расскажу о том, что необходимо сделать на данном автомобиле перед тем, как клеить пленку. В данном обучающем уроке я рассматриваю свою машину, поэтому я ее могу позволить себе с ней сделать все что угодно. Она не очень хорошо была покрашена, поэтому ее пришлось шкурить. Сейчас я расскажу подробно о этапах подготовки любой машины, даже если она новая. Их необходимо произвести. Первое, мы отправляем машину на мойку. Мы моем ее, как моют ее в детейлинге, с кисточками, промываем ниши, все, что можно промыть, мы промываем. Особенно уделяем внимание местами, где пороги, где колеса. Сами колеса нужно очень хорошо отмыть, диски, резину, все, чтобы было минимум загрязнений. Второй этап, мы разбираем машину под оклейку. Нужно ее разбирать примерно так же, как под окраску. Ну, почти так же, да. То, что нам мешает оклеить пленку, мы снимаем. Исключением являются антенки на крыше, потому что на таких машинах, например, как Maybach, Mercedes, Land Rover, по-моему, они приклеены, и BMW тоже, они приклеены стекольным герметиком. Можно заморочиться снять, но лучше это сделать как в видео. В следующих уроках вы увидите обрезать этот кружочек и вставить туда пленку. Это будет безопаснее. А на других машинах, чтобы снять антенку, необходимо разобрать весь потолок, и вообще все внутри разобрать до уровня сидений. Тогда только можно добраться до этого места. То же самое касается молдингов. Вот если молдинги на крыше, то придется разбирать потолок. Далее, когда вы машину разобрали, нужно еще раз ее отправить на мойку, промыть места, где у нас стояли пороги, где у нас были фары, то есть вот эти вот все, где моторный отсек, откуда может посыпаться пыль, необходимо еще раз тщательно все промыть. После этого мы машину обрабатываем абразивной глиной. Эта глина есть у компании 3M, у еще других детейлинг-магазинах они есть. Главное не брать дешевую китайскую глину, потому что она царапает кузов, очень жестко царапает. Вот, ребята. Мы используем специальный мыльный раствор, как для тонировки использовать, пожирнее можно сделать. Пшикаем на машину и протираем глиной для того, чтобы избавить кузов от налипших насекомых, от всего того, что не отмылось на мойке, короче говоря. После того, как мы этот кузов весь прошли глиной, нам необходимо пройти его чистым спиртом, чтобы удалить остатки глины, потому что глина всегда оставляет следы на углах, на вот таких вот всяких местах. Мы все полностью прям мочим тряпочку чистым изопропиловым спиртом и протираем всю машину целиком, края, все. Вот после этого можно сказать, что у нас машина готова к оклейке. Но перед каждой поклейкой элемента необходимо еще раз протереть основную поверхность влажной чистой тканью, потому что на спирт, который мы протирали, могут налипнуть волоски и какие-то мелкие детальки, которые нам будут потом очень вредить нашему качеству. Протираем влажной тряпкой, а края, которые мы будем праймером обрабатывать, необходимо будет пройтись также чистым спиртом. Все, у нас сухая поверхность, идеально чистая, и после этого мы только можем клеить. Ну, соответственно, когда мы все вырезали, это уже дальше в видео будет, ребята. Мы сейчас бампер будем отдавать на грунтовку. То есть вот таким образом оставлять нельзя, потому что здесь остаются линии от наждачной бумаги. Если там будет просто шпаклевка грубо вышкуренная, и вы наклеите пленку, то, во-первых, шпаклевка пористая, и пленка на ней очень плохо держится. На мойке есть вероятность, что она просто порвется. Зимой может попасть сюда каким-то образом влага, да, и потом она треснет. Если мы говорим о оклейке ремонтированного элемента, то этот элемент должен быть полностью подготовлен к покраске. Причем он должен быть подготовлен достаточно хорошо, потому что пленка, она не скрывает дефектов никаких, она полностью повторит абсолютно все, что повторит краска. И если, допустим, бампер загрунтован в каком-то пыльном помещении с нарушением технологии, то когда вы, например, захотите пленку снять с этого бампера, то он у вас снимется вместе с грунтовкой, и вы просто выкинете эту пленку. А на бампер, как вы знаете, уходит достаточно много пленки. Вот это имейте в виду всегда. Оклейка пленкой – это никогда не экономия денег. Это, наоборот, дороже, чем покраска. Это
так скажем, нечто другое. Это не заменитель покраски, это другой тип поверхности для машины. Помните об этом всегда. С капота нам необходимо будет снять вот этот значок. Будем снимать фары, будем разбирать бампер, снимать эти все сеточки, парктроники и все прочее. Вот это крыло у нас не очень хорошо покрашено. Вот тут, наверное, видны даже такие точки, это пыль в краске. Ее необходимо вышкурить, потому что останутся точки. Снимаем молдинги с окон, разбираем ручки. Мы будем срезать вот эти вот молдинги, снимать пороги. Также сняли вот эти молдинги, которые идут отсюда до сюда, до низа. И предварительно здесь рекомендуется мойка высокого давления, вот это вот все помыть, потому что здесь очень много грязи. Снимается лючок бензобака, снимается задний бампер, фонари, снимается вот этот молдинг, рамка, теперь вытаскиваются парктроники. Ну и с этой стороны все то же самое. Кузов машины должен быть чистым, гладким и ровным. Еще хочу отметить такой факт, что профессиональный оклейщик пленки, он не является по совместительству арматурщиком, то есть тот, кто разбирает машину, тот, кто моет машину. Это сравнимо с маляром, например. Есть маляр, который вот заходит в покрасочную камеру и красит готовую машину. А есть подготовщики, которые занимаются шпаклевкой, грунтовкой, вот этим вот всем. Так вот, если вы решили освоить профессию оклейщика, то вам в первую очередь нужно усвоить то, что вы оклейщик, то, что ваша задача клеить пленку. Потому что если вы будете сами разбирать, сами мыть, вы будете как минимум грязными. А оклейка пленкой – это прежде всего чистота, идеальная чистота, потому что хоть одна пылинка попадет, хоть один волос под пленку, вам придется это исправлять или переклеивать. Запомните, если вы выбираете профессию оклейщика, то вы говорите всем своим работодателям, что вы не занимаетесь разбором. При оклейке любого подержанного автомобиля, у которого есть крашеные элементы, необходимо использовать наждачную бумагу, чтобы убирать и вот эта вот штука, точка, ее будет видно под пленкой. Поэтому необходимо сошкурить вот таким образом, чтобы она не чувствовалась. Я провожу, и уже выпуклости где-то нет. Так по всей машине. В качестве примера у нас автомобиль Mercedes C-класса в 204 кузове в заводском обвесе AMG. У каждого автомобиля свои особенности при подготовке. В данном случае эту машину пришлось шкурить. Бампер задний нам снять не удалось, потому что требуются специальные инструменты для разбора. Если вы клеите машину, то в принципе порядок действий и подготовки, он практически не отличается, за исключением добавления того, что мы здесь шкурим что-то. Обычно шкурить ничего не нужно, но вместо использования наждачной бумаги применяется так называемая абразивная глина. Это выглядит как глина голубого цвета, и на мыльный раствор или специальный для глины раствор по всей машине мы проходим, чтобы убрать различные точки и все прочее. После этого каждую машину мы в любом случае протираем, чтобы убрать все следы глины, убрать следы вообще всего, чтобы она была идеально чистая. Подготовили практически машину под оклейку. Вот мы сняли эти штучки, тут остался скотч, его еще надо будет убирать. Сняли ручки, сняли все молдинги. Уже начали кроить пленку. То есть технология такая: мы моем автомобиль, подготавливаем кузов по клейке. После этого мы демонтируем все детали, которые нам мешают оклейке. После этого мы кроим пленку на машину с запасами где-то постолько с каждой стороны. И следующий этап — это уже непосредственно установка пленки на машину. Раскрой пленки осуществляется таким способом, чтобы с каждой стороны примерно оставалось по 5-10 сантиметров. Большие запасы пленки делать не стоит. Здесь мы сейчас
Отмеряем пленку для того, чтобы вырезать заднее крыло. Спереди нужно делать запас немножко больше, чтобы у нас хватило пленки на двери. Запас примерно сантиметров 20, этого будет достаточно. Обычно я креплю при помощи магнитных держателей, но не всегда, не на всех машинах эти магнитные держатели в принципе работают, потому что современные машины, такие как Mercedes, Audi, они часто бывают полностью алюминиевыми, поэтому эти держатели в принципе вам даже не пригодятся. Для закрепления можно использовать малярный скотч, либо кусочки пленки, который у вас остается. В данном случае я режу инструментом, называется улитка, очень удобный за счет того, что машину в принципе сложно им поцарапать. И я прям рукой нахожу, где у меня элементы находятся, и, соответственно, вырезаю, как чувствую, чтобы элемент у меня был с запасом около 10 сантиметров. Если запас будет большой, то при установке в этом месте можно нахватать очень много пыли. То есть не рекомендуется делать большие запасы, если вы хотите нормально, качественно наклеить пленку. Вот таким образом я вырезаю крыло. Оно у меня единое со стойкой, которая наверху. Вот я руками, то есть чувствую, где у меня находится зазор с дверью, и оставляю запасик примерно 10 сантиметров. Улитка не очень удобно поворачивает. Можно использовать тул, который лезвие уже не защищено ничем, но она более такая уже профессиональная. В принципе, этой улиткой мне нормально удалось все вырезать. Вот здесь я тоже закрепляю пленку, чтобы она у меня не упала. Очень важно следить за тем, чтобы пленка не съезжала в момент, когда вы режете, иначе может быть так, что с одной стороны все хорошо, а с другой она съехала. Если делать линию стойки прямой, как некоторые это отрезают, то придется ее тянуть. Если вы будете ее тянуть, поворачивать, то она у вас может поменять цвет. А на таких пленках, как вот это, например, матовый хром, обычный хром, структурная какая-то пленка, карбон, будет очень сильно заметно, что вы ее потянули. Поэтому я рекомендую делать прям вырез по машине непосредственно, и благодаря этому будет и удобнее клеить, и пленка будет иметь свой родной рисунок и не перетягиваться, не перегреваться. Такое крыло, в принципе, можно даже поклеить одному. Но я всегда рекомендую иметь помощника, который, если что, поможет накинуть эту пленку. Каждый рулон пленки, который вы сматываете из элемента, я рекомендую заклеивать скотчем поначалу и подписывать. То есть заднее крыло, правое, переднее крыло, дверь и так далее. Теперь я остаточек от крыла разместил на дверях, чтобы вырезать две двери. То есть из этого куска получается крыло и две двери. Если сделать запас еще больше, то в принципе можно сзади вырезать крыло. Это для особо экономных. Но я не особо люблю экономить пленку, вырезаю так, как удобно, и в принципе хорошо получается. Сейчас я также смотрю, где мне стоит отрезать лишнюю пленку. В данном случае я подрезаю низ дверей. Внизу не стоит делать большие запасы, тем более, потому что внизу пол, внизу пыль, и при поклейке это может пагубно сказаться на качестве из-за того, что там будут различные пылинки и прочая ерунда, которая испортит качество. Вот таким образом вырезаются двери. Здесь у меня на двери запас вообще маленький получился. То есть нужно на этом этапе все-таки спереди делать, как я сказал, 20 сантиметров или больше. Я сделал меньше. Из-за этого у меня прям получилось по 2 сантиметра буквально запаса. Но в этом нет ничего страшного. Рекомендуется сразу раскроить всю пленку целиком на машину, свернуть ее в рулончики и подписать. Подписать важно, особенно для тех, кто работает с напарником, и если напарник не особо, например, опытный. Вот в моем случае мой напарник наклеил на переднее крыло вырезанную дверь. Ну, он просто не додумался до того, что это крыло. Далее мы теперь размещаем такой же примерно кусок пленки для того, чтобы вырезать на второе крыло. Оно у нас уже вырезано, мы просто его крепим и, соответственно, размещаем
в зеркальном отображении. И это очень важно, потому что если мы разместим так же, то бывали такие случаи, у нас будет пленки на два правых крыла, например. В данном случае я вот сейчас вырезаю дверь, креплю я к пленке скотчем, двери у меня с запасом, то есть также у меня получается две двери и одно крыло. Опять-таки очень удобно использовать улитку и помощника, чтобы не приклеивать, можно сразу по месту все вырезать. Также подходит вариант, например, разметить маркером и потом порезать, но на некоторых маркерах пленка держится, ведет, вернее, себя так, что с пленки маркер бывает вообще не отмыть. Это относится к антигравийным пленкам и к некоторым таким пленочкам, которые, так скажем, очень маркие. Такие тоже бывают. Тут я вырезаю абсолютно все так же. Также вырезаю запасом двери. Лишнее, прошу заметить, я все убираю, потому что лишние, еще раз повторю, куски нам ни к чему. А эти обрезки, которые остаются, их лучше складывать в отдельное какое-то место. Из них потом можно будет вырезать ручки, либо какие-то другие элементы более мелкие. Таким образом мы раскраиваем абсолютно всю машину. После того, как у нас раскроена вся пленка, мы уже непосредственно можем приступать к оклейке. Далее я расскажу, как финишно подготовить переднее правое крыло. И в следующем уроке мы будем уже непосредственно клеить переднее правое крыло. Прежде чем оклеивать, нужно подготовить все края, куда мы будем загибать пленку. Необходимо все обезжирить. Если мы не обезжирим края, то потом это все будет отваливаться. Проверяем рукой крыло на наличие шероховатости. Не лишним будет после того, как все подготовлено, проверить кусочком пленки, как она будет выглядеть. Если все ровно, ничего не остается, то можно клеить. А если где-то есть какие-то пузырики или еще что-то, вот здесь вот, например, то следует, значит, дальше подготовить поверхность. После того, как мы убедились, что все четко, можно уже клеить вырезанную деталь. После того, как мы обезжирили все края у элемента, нужно вот эти вот все краешки промазать праймером, для того, чтобы пленка здесь держалась. Вот здесь вот мы будем резать в край в этом месте. Поэтому тут праймером пройти обязательно нужно. И здесь, соответственно, тоже. Это место очень деликатное в плане того, что бампер, когда сюда прикручивается, он всегда ходит ходуном, независимо от модели и марки автомобиля. То есть все бампера ходят ходуном, поэтому загибать здесь нужно максимум на 2 миллиметра, не более того. Если загнуть пленку здесь больше, то тогда ее выдавит обратно при эксплуатации машины. Когда она разгоняется больше 100 км в час, и у нее бампер начинает так вот ходить здесь. Теперь небольшое отступление про праймеры. Есть несколько типов праймеров.
В пленочных делах самое главное не использовать праймер, который используют рекламщики. Он там какой-то... Короче, где вот рекламу продают, у них есть свой праймер. Этот праймер имеет свойство прожигать пленку насквозь, если вы его переборщили. Вот главное только не его. Остальные праймеры, самый известный Pro Bond называется, он подходит как для винила, так и для полиуретана. Другой праймер 3M, распространенный достаточно китайского производства, это аналог, то есть он даже не оригинал, стоит он значительно дешевле, но в принципе я не заметил различий от оригинала. Чтобы использовать праймер, нам необходимо обработать поверхность чистым спиртом, и после того, как эта поверхность обработана, мы мажем края. Используем только на краях праймер, больше нигде. И самое главное правило, что когда мы пленку приклеили на праймер, больше мы ее не поднимаем. Если мы ее подняли, то праймер уже перестает действовать. Чтобы праймер стереть, мы его стираем также чистым спиртом. Особенно внимание вот таким уголочком уделяем. Потому что здесь пленка будет в натяжении, надо, чтобы она зафиксировалась хорошо. И когда мы клеим на праймер, у нас есть только один раз, когда мы можем заклеить. Если мы отклеили от него, то он уже перестает работать.